Каждый год 1 мая во Франции люди дарят друг другу маленькие букетики ландышей. Это древняя традиция. Fête des Muguets — День ландыша. Считается, что цветок приносит счастье и удачу на весь год. И уже больше 110 лет дом Герлен каждой весной выпускает свой мюге — пронумерованный лимитированный аромат, который продолжает эту традицию. У нас сегодня флакон номер 142 из 3363 в мире. Но самое удивительное здесь другое. Запах ландыша нельзя извлечь из природы. И все, что в этом флаконе, это парфюмерное чудо. Привет, с вами Мэй Парфам, я Андрей. Сегодня Мюге Мелисим 2026 года от Герлен. Лимитированный весенний выпуск из коллекции Exceptional Rendezvous. Парфюмер Thierry Wasser — главный нос Герлен. Он создает интерпретацию Мюге каждый год с 2016. И здесь нужно знать одну важную вещь. Ландыш — это так называемый немой цветок. Его натуральный аромат существует в природе, но невозможно его извлечь. Никакой дистилляции, никакого абсолюта, никакого энфлюража с ним не получается. Поэтому каждый ландышевый аромат в парфюмерии — это воссозданный аккорд, построенный из других нот. И Thierry Wasser каждый год делает свою новую интерпретацию. Концентрация Eau de Toilette, миллизимный выпуск 2026 года. Унисекс с легким женским акцентом. Поехали! Давайте сделаем распаковку. Белая минималистичная коробка с тисненными пчелами, а также золотые надписи Герлен. Номер 142 из 3363 в мире. Перед нами историческая бибатл или пчелиная бутыль от Герлен. Приветственное письмо с описанием самого аромата. Тот же иконический флакон, созданный еще в 1853 году к свадьбе императрицы Евгении и Наполеона III. Здесь стекло прозрачное, а жидкость в нем нежно-зеленого цвета, как первая весенняя листва. По всему корпусу фактурные тисненные пчелы, исторический символ дома. Давайте нанесем аромат и послушаем его. Представьте майское утро, ранний сад, воздух еще прохладный после ночи. На траве лежит роса, а в тени под кустами расцветают первые ландыши. Свежий, чистый, водянистый запах травы, влажной земли, белых колокольчиков, нежных, свежесорванных стеблей. В руках появляется маленький букетик, и ты подносишь его к лицу. Не густой, не сладкий, не парфюмированный, а именно живой, прозрачный, утренний. Вот это и есть мюге. Старт, зеленые и травянистые ноты, свежий, чистый, почти водянистый воздух. Thierry Wasser не пытается сразу дать ландыш, а сначала создает сам сад вокруг него. Зелень здесь тонкая, прохладная, с ощущением свежих стеблей и листьев. Это не та плотная зелень, которая бывает в шипре. Это легкий, прозрачный, утренний и зеленый. Сердце, жасмин, роза и сам воссозданный ландыш. И вот здесь начинается главное мастерство. Из тонкого жасмина, легкой розы и нескольких ароматических молекул Thierry Wasser строит ту самую ольфакторную иллюзию свежесорванного ландыша. Жасмин дает белоцветочную звонкость, роза — мягкое, нежное, перламутровое ощущение. И между ними появляется сам ландыш, нежный, чуть водянистый, с легкой пудровостью и зеленой свежестью. База — легкий, моховый акцент и тонкая древесная глубина. Здесь нет тяжести, нет амбры, нет ванили. Аромат остается прозрачным до самого конца. Легкий, светлый, с тончайшей зеленой нотой, которая просто продлевает ощущение утреннего сада. В итоге получается удивительная композиция. Одновременно зеленая и цветочная, свежая и нежная, дневная и весенняя. Это один из тех редких ароматов, которые буквально переносят в конкретный момент, в майское утро в саду. Кому будет интересен Мюге Мелисим 2026 года? В первую очередь коллекционерам Герлен. Это лимитированный выпуск, часть исторической ежегодной традиции, начатой Жаком Герленом еще в 1908 году. Каждый год его делают по-новому, и каждый год тираж разлетается очень быстро. А во вторую очередь тем, кто ищет настоящий весенний дневной аромат с характером и историей. Представьте, первое теплое весеннее утро. На вас светлая одежда, белая льняная рубашка или светлое платье.
В руках чашка чая, перед вами открытое окно, через которое заходит первый по-настоящему весенний воздух. Мюгге здесь работает идеально. Легкий, чистый, точно совпадающий с настроением сезона. Или другой образ. Дневная прогулка в парке, дневная встреча, особенное событие, крестины, свадьба, светский завтрак. Аромат добавляет ощущение свежести, нежности, тихой весенней радости. Аромат идеален для весны и теплого лета. Лучше всего работает днем. Шлейф умеренный, очень приятный. Аромат не кричит, не давит, он создает вокруг тебя тихую светлую ауру. Стойкость 5-7 часов, типично для легких весенних ландышевских ароматов. Основные аккорды: свежий, зеленый, цветочный, пудровый и весенний. Вердикт. Мюгге Мелисим 2026 года – это совершенно особый случай в современной парфюмерии. С одной стороны, это парфюмерное чудо, воссозданный из других нот аромат цветка, которого нет в своей эссенции. С другой, это продолжение традиции дома Герлен, длиною более века. Если ты любишь ландыш, легкие зелено-цветочные ароматы или просто ценишь весеннюю парфюмерию в ее самом красивом исполнении, это must try. И не забывай, тираж всего 3363 флакона. Он разлетится очень быстро. Заказать распив этого редкого аромата, пока он у нас есть, можно на сайте нишевой парфюмерии maiparfum.com. Ссылка в описании. Это шанс почувствовать настоящие герленовские мюгге, не тратя сразу деньги за полный флакон. Пишите в комментариях, любите ли вы ландыш в парфюмерии, какие весенние ароматы вам ближе, чистые цветочные, зеленые или акватические. Если вам понравилось, ставьте лайк, совершите подписку. Также можете подписаться на наш Telegram и Instagram. QR-коды на экране, а ссылки в описании. До встречи на Мейперфам.